Смотрите, вопрос А в том, какое у вас вы... есть доказательство, что вы не пранкер, Вован и Лексус? Смотрите, ну, во-первых, пранкер Вован Ильич. Шалом, православные! С вами ваш любимый красавчик с приятным голосом Евгений Вольнов, также некоторым известный как майор Чернобаев. Кстати, если вы вдруг еще не слышали, я буквально вчера опубликовал звонок с супер визжащей мамкой оккупанта, которая визжит так, как будто бы у нее закипает чайник. Если ты все еще этого не слышал, ты зря живешь. Ссылка в описании, ссылка в закрепленном комментарии. Переходим, слушаем. Ну, а сегодня у меня для вас тоже интересный звоночек. Благодаря Ежику Донецкому, ссылку на него тоже можете найти в описании, в Твиттере, подписывайтесь, очень полезные интересные посты. Так вот, благодаря ему ко мне в руки попал документ со списком коллаборантов, которые участвовали в организации выборов, русской весны, всех этих псевдореферендумов и так далее. Понятное дело, что эти люди боятся, потому что они прекрасно знают, что им грозит 111 статья, ну и вы понимаете. Но одних списков недостаточно, нужно уже узнать мотивацию, и нужно заставить их сдать своих подельников. Именно этим я и занимаюсь, поэтому если вдруг у вас появляется какая-то информация по коллаборантам, по оккупантам, по родственникам оккупантам, по кому-либо еще, все скидывайте мне. У меня есть почта, опять же в описании написано, у меня есть телеграм, куда мне можно написать напрямую, это без проблем. Ну, в общем, рассказал вам немного о том, что вас сейчас ждет. Не забываем прямо сейчас подписаться и поставить лайк. Можно даже написать комментарий какой-то, а можно написать комментарий в конце звонка. Если вы это сделаете сейчас, YouTube будет вам признателен и будет рад, что вы нажимаете на кнопку подписаться прямо сейчас. Итак, слушаем звонок и не забываем скидывать его своим друзьям. Поехали! Слушаю. Да, Светлана Васильевна, Да. добрый день. Да, майор Поздняков, Добрый администрация день. президента. Смотрите, значит, мы сейчас готовим списки граждан, которых нам в случае чего придется эвакуировать, если вдруг ситуация усложнится. Ну, как вы видели, с Херсоном было, да? Вот, просто как бы обычные жители это обычные жители, а вот те, кто с нами сотрудничают, немножко другое отношение к ним, и поэтому есть альтернатива. То есть нам необходимо, чтобы вы выбрали вариант, куда в случае, значит, ну, отступления нашего временного, да, перегруппировки, куда вас лучше будет отправить. На данный момент осталось Простите, пожалуйста, представьтесь еще раз. Я майор Поздняков. Майор Поздняков, меня зовут Степан Андреевич. Я вам звоню из администрации президента. Значит, у меня приказ всех, кто участвует в избирательном процессе, все, кто каким-то образом к избирательным комиссиям имеет отделение, мне необходимо вас предупредить о том, что в случае, если нам придется оставить Крым, так как вам грозит уголовная ответственность в Украине, мы сейчас сформируем списки тех, кого мы будем эвакуировать. На сегодняшний момент у нас остались два варианта для вас. Первый – это Магадан, второй – это Владивосток. Нам необходимо, чтобы вы выбрали вариант. Еще раз, Степан? Степан Андреевич, вы слышите меня хорошо? Да, не очень хорошо, поэтому переспрашиваю. Смотрите, значит, вы видите... Вы ведете разговор обо мне лично? Ну, смотрите, так как вы у нас являетесь, значит, главой избирательной комиссии, вы наверняка есть Да. в списках миротворца. Вы знаете, что такой ресурс есть у бандеровцев? Угу. Миротворец, может быть, слышали. Вот, и Да? потому что мы осознаем, что вам оставаться на территории, которая будет контролироваться противником, нельзя, так как карательные операции, вы попадете под них, учитывая ваше участие в организации выборов и так далее. Мы обязаны обеспечить вас альтернативой, то есть, я же говорю, перемещением, эвакуацией. На данный момент Да, у нас я просто поняла. очень много людей, понимаете, вот из Херсона мы тоже эвакуировали, сейчас из, значит, Мелитополь, Геническ тоже уже подготавливаем места, куда можно было бы вывести. И вот вопрос в том, что, ну, к сожалению, ничего пока лучше предложить не можем, но вероятность этого, понимаете, крайне мала, потому что Крым с Россией навсегда, и это известно всем. Но на всякий случай нам нужно иметь данные, чтобы после этого, ну, если вдруг что-то будет, то вам сразу сообщили, куда перемещаться. Мне нужен ваш выбор. Либо Магадан, либо Владивосток. Какой вариант вас У меня больше еще возможно один устроит? встречный вопрос. Это каким образом, на каком виде транспорта и за чей счет предполагается? Или это уже не оговаривается на сегодняшний день? Смотрите, Светлана Иосифовна, вы поймите, на самом деле вот этот вопрос, за чей счет и каким образом, не имеет никакого значения на фоне того, что вас может ждать, если мы вас не эвакуируем. Вы видели, что они делают с местным населением в Херсоне? Вы за новостями следите, скажите мне?
39 человек уже было Естественно, как казнено. бы я могу идти за новостями? Ну вот, 39 человек уже было казнено в Херсоне, поэтому мы делаем выводы из наших прошлых ошибок. Значит, ну, естественно, ну, какой-то транспорт будет предоставлен. Возможно, это будут поезда, возможно, это будут просто какие-то вагоны. Сейчас такой информации у нас, к сожалению, нет. Мы сейчас просто готовим списки тех, кто... вот смотрите, нет, подождите, давайте спросим иначе. В случае, если нам придется выйти из Крыма, вы остаетесь или вы эвакуируетесь? Нет, Вот так, да. нет, конечно, оставаться я не могу, поэтому вообще странные, конечно, варианты вы мне предлагаете, но из двух сожалению, предложенных, конечно, смотрите, Владивосток. Я вас понимаю. Я понимаю, что это, конечно, не Москва и не Петербург. Но, к сожалению, вот ваша должность, да, там, глава избирательной комиссии не такая высокая, чтобы мы могли вам предложить что-то вот, ну, из больших близких городов сюда. Понимаю, что в Крыму вы привыкли к теплу, а там, конечно, в Магадане особенно, ну, или вот Владивосток выбрали, там, конечно, немножко другой климат. Вот, но это же просто в теории, поймите. Ну, скорее всего, ну, как это, чтобы российскую Что армию... требуется? Смотрите, ничего не Я требуется. еще Вы ответили на то, что вы уезжаете, да, и вы едете во Владивосток. Так, секундочку, я запишу. Мгм. Так, вот. Смотрите, вопрос А в том, какое у вас вы... есть доказательство, что вы не пранкер, Вован и Лексус? Смотрите, ну, во-первых, пранкер Вован и Лексус, они работают на нашей стороне, если вы знаете. Во-вторых, Я ну, знаю, конечно. Нет, ну я пранкеров... условно говорю. Ну да, но Вована и Лексуса вы бы узнали по голосу, там у одного шепелявый, у другого что-то за щекой постоянно, поэтому это легко определить. Смотрите, просто в чем вопрос? У вас какой состав семьи? Вы одна едете или с кем-то еще? Просто нам нужно У понимать, меня сколько мест готовить. трое иждивенцев. Трое иждивенцев, а в каких вы отношениях с ними состоите? Я имею в виду, кто это именно? Иждивенцы. Что вы имеете в виду? Дети. Трое детей. А возраст детей? Несовершеннолетние. Мгм. Ну, то есть вы школьники, получается. То есть нужно будет в школу их еще устраивать, правильно понимаю? Да, Мгм, правильно мгм. поняли. Понятно. Ну, смотрите, пока никаких более точных данных дать вам не могу. Вот, я все, что нужно было, уточнил. Ну, вы номер мой запишите. В случае, если начнутся какие-то события, вы всегда можете позвонить, и мы ситуацию-то разрешим. А ваш номер это сотовая связь? Да-да-да-да, вот у вас отобразился на телефоне мой номер. Вы его видите. Да, странный немножко, конечно, у вас префикс перед самим номером. Слушайте, 932 не президента. встречала такого. Ну, администрация Понятно. президента. Вам звонили уже из администрации президента, нет? Ну вот запомните, это наш Нет, к префикс сожалению, особый. никто никогда не звонил. Ну, я вас поздравляю. В таком случае сегодня у вас, так сказать, первый раз. Мгм. Поздравляю. Как ощущения? Все хорошо, не больно? Смутные. Ну, Смутные. в первый раз вам звонят из администрации президента. Просто, ну, это, видимо, событие для вас. Вы считаете, что мне теперь эту руку, которая держит мобильный телефон, не нужно мыть 3 недели? Светлана Вот Иосифовна, такой а ты вы с аргумент. юмором, я гляжу. Нет, руки, конечно же, А нужно что нам мыть. остается? Ну А да, что да, нам да. остается? Просто смотрите, ну вот не совсем понятно, ведь получается, что теперь пути назад нет совсем никакого, да? И вот У кого хотелось бы его понять, нет таких назад? я имею в виду, пути назад Вы- нет у тех, ну, у вас, у ваших коллег, у тех, кто... Я имею в виду в случае, если нам придется выйти из Крыма. И вот такой вопрос, если честно, нас здесь администрация президента беспокоит. Стоило ли это того? Вот конкретно в вашей ситуации. То есть вот ваша жизнь до 2014 года в Крыму, и Даже теперь... без всяких сомнений я вам могу сказать, что это того стоило. Никто ни о чем не жалеет, и я, простите, но я вам не верю, что Я вас вам понял. придется или нам придется выйти из Крыма. Ну, Светлана Иосифовна, я тоже в это не верю. Послушайте, мы не верили и про Херсон, но, к сожалению, реальность диктует свои условия. Поэтому нам необходимо быть готовым ко всему, в частности, и к этому. Но, скорее всего, конечно же, ничего подобного не будет. Но нам необходимо на всякий случай перестраховаться. Знаете, как это, подстелить соломки. Вот в данном случае мы просто пытаемся подстелить соломки для тех, кому грозит уголовное преследование, значит, на территории, которая будет контролироваться киевской хунтой. Вот и все. Мгм. У меня еще встречный вопрос к вам, Степан Андреевич. Кроме Так, меня, какой? у меня на сегодняшний день в составе избирательной комиссии еще 10 человек.
Как-то о них кто-то позаботится, как-то для них решается вопрос или нет? Ну, смотрите, мои коллеги должны были им позвонить. У меня еще есть несколько номеров, которым я должен позвонить. Конечно же, ну, по каждому из тех, кто непосредственно участвует в избирательном процессе, кто занимает какие-то должности. Конечно же, ведь ведь все эти люди, по сути, с точки зрения киевской хунты, это предатели. То есть им грозит, там, если не ошибаюсь, по-моему, Я 11 лет понимаю, с конфискацией. я поэтому вам и задаю этот вопрос, что кроме председателя в составе избирательной комиссии еще есть члены избирательной комиссии, Само собой. секретарь, заместитель и так далее. Так вот, Конечно, кроме конечно. меня на сегодняшний день еще 10 человек в составе моей участковой избирательной комиссии. Поэтому я вам и задаю этот вопрос. Обязательно всем будет предоставлена возможность. Единственное, как видите, варианты не самые радужные, в том смысле, что значит, поменять Крым солнечный и теплый на Владивосток с Магаданом, конечно, не очень, можно сказать, такой обмен. Но с другой стороны, Ну да, как-то лучше... честно говоря, странно, потому что из Чечни привезли как раз с Крыма, а из Крыма почему-то в Магадан. Ну, потому что все остальные места у нас уже расписаны, вы понимаете? Понятно. Вот, но, просто вопрос в том, что вот почему я вас спросил, стоило ли это того. В 2014 году вы были свободны, не было на вас никакой уголовной ответственности, и вы жили в Крыму, ну, в 2013 году, предположим, да? А сейчас может так сложиться ситуация, что вам придется уехать из Крыма в, так сказать, во Владивосток. Я бы даже Просто- сказала, в места отдаленные. Отдаленный, да. Просто вопрос в том, что, Светлана Васильевна, если вам так хотелось в Россию, то почему вы просто, например, в 2013 или в 2012 году не переехали в Москву? Вот вы же говорите, в Москве вам лучше будет, чем в Магадане, правильно? Почему вы просто не переехали? Подождите, это что, уже переходит в соцопрос, что ли? Нет, ни в коем случае. Ну, просто пытаюсь понять, значит, мотивацию. Просто мы же не можем всех подряд, значит, вывозить. Я Нам не нужны- знаю, насколько вам нужна моя мотивация. Если это для вас выглядит хорошо, то я коренная крымчанка. Я родилась и всю жизнь прожила в Крыму. И поэтому почему я должна вдруг куда-то уезжать? Хотя у меня куча родственников в России, я бы так сказала. Смотрите, я же вам ни в коем случае, я вас не выгоняю из Крыма. Смотрите, просто так складывается ситуация, что есть вероятность, что американские ракеты, эти хаймарсы, будут доставать до Крыма. И тогда, ну вы извините, конечно, тут остается только два варианта. Либо уехать, либо остаться и попасть в руки к бандеровцам. Да, я бы уже это не поняла, я вас рекомендовал. услышала. Да, я просто... вас услышала, Просто да. смотрите, просто в Я случае, если бы думаю, вы... что я закончив разговор с вами, я просто сейчас позвоню, во-первых, в нашу территориальную избирательную комиссию, Да, а так вы во-вторых, тогда еще сообщите. и ФСБ посоветуете. Смотрите, И как бы, думаю, вы что мой найдете номер, на это. смотрите, вы запишите мой номер и передайте вашим коллегам. Пусть они сами меня тогда наберут, чтобы я отдельно всем не звонил. Хорошо, мы так и Все, сделаем. договорились. Мгм. Все, спасибо, до Всего свидания. доброго. Да, до свидания. Не забываем подписаться, чтобы не пропустить свежие видео. Вот такой вот шикарный мерч с Чернобаевкой, с чернобаевскими черепами. Можно найти в моем мерч-магазине по ссылке из описания. Ну и огромное спасибо всем тем, кто поддерживает меня. Только благодаря тому, что вы меня поддерживаете, я продолжаю делать звоночки. Без вас я бы не справился. Это сейчас не шутки, это не красивые слова. Действительно, давным-давно я уже пришел к тому, что исключительно зрители меня финансируют. Партнерка Ютуба — это все какие-то мелочи, какие-то там рекламные контракты, тоже мелочи. Вы, только благодаря вам продолжают выходить звонки. Поэтому спасибо всем тем, кто продолжает меня поддерживать. Те, кто все еще этого не делают, можете этого не делать, никаких, значит, претензий. Если вы хотите меня поддержать, вы можете подписаться, спонсором стать на Ютубе. Вы можете приобрести подписку на пранк-шоу, что приоритетнее, лучше, короче говоря. Ну и также, даже если у вас нет финансов, ребята, любой лайк, любое распространение видео — это тоже помощь. Поэтому всем огромнейшее спасибо, а особенно тем, кого вы видели на экране, они вообще красавчики.